Здравствуйте, дорогие друзья! Я рада вас приветствовать на моем канале. Сегодня в данном видео я делаю роскошный, очень вкусный, сочный и необыкновенно красивый в разрезе домашний торт пианино. Торт получается всегда, готовится в принципе несложно и достаточно быстро. Этот торт прекрасно держит форму, его можно подавать как нарезные пирожные. Он готовится без желатина, подходит для тех, кто любит вот такие сочные влажные десерты. В качестве коржа здесь будем использовать нежнейший бисквит на горячем молоке. Покажу, как сделать шоколадный пудинговый слой, чтобы он не растекался. Итак, будем готовить в качестве коржа бисквит на горячем молоке. Для этого я должна разделить обязательно яйца на желтки и белки. 6 яиц среднего размера я разделяю на желтки и белки. 6 белков здесь у меня. Обязательно добавляю к ним щепотку соли, 16 грамм ванильного сахара. И от 300 грамм сахара, общий вес сахара, добавляю в белки примерно 1/3. И взбиваю белковую массу около 4 минут. Миксер у меня здесь маломощный, 300 Вт. И вот такая прекрасная, уже пышная белоснежная меренга у меня получается. Дольше меренгу взбивать не нужно, иначе она у вас просто превратится в губку. 240 мл молока и 100 грамм сливочного масла я довожу до кипения в ковшике. И сразу же, как закипит эта смесь, снимаю с огня. И в это время взбиваю желтки. 6 желтков порциями добавляю весь оставшийся сахар к ним и взбиваю тоже примерно 4 минуты. Ни в коем случае никогда желтки заранее сахаром засыпать нельзя, иначе они покроются корочкой, и вы с ними ничего потом не сможете сделать. Как я уже сказала, желтковую смесь взбиваю также примерно 4 минуты. Молочная смесь закипела, я отставлю ее пока в сторону, пока вмешаю белки. Во взбитые желтки я вмешиваю уже пышную меренгу, вот эту белковую массу. Белки, конечно же, вмешиваем бережно, круговыми движениями, лопаткой либо венчиком. И вот такая воздушная яичная смесь у меня получается. И без всякого планетарного миксера, то есть можно буквально за 10 минут все это взбить ручным миксером. Просеиваю сейчас туда порциями 340 грамм муки и 9 грамм разрыхлителя. И заметьте, я частями буду вводить в яичную смесь муку с разрыхлителем и горячее молоко с маслом. То есть сначала немного муки вмешиваю и немного молочной смеси с маслом горячей. Бояться этого не нужно, все прекрасно размешается. Очень аккуратно, очень бережно вмешиваем. Я вмешиваю крупным таким венчиком, вы же можете и лопаткой также вмешивать, как вам удобно. К муке добавляю сейчас 9 грамм разрыхлителя на среднем этапе вмешивания и аккуратно вмешиваю. Конечно же, весь точный список ингредиентов я напишу вам в описании под видео. Завершаю все это вмешивание горячим молоком с маслом. Аккуратно перемешиваю, и в принципе уже тесто готово. Главное перемешивать все очень бережно здесь. Вот такая пышная очень масса получится, несмотря на то, что вводили молоко с маслом. Духовка у меня уже заранее разогрета на 175 градусов Цельсия. Естественно, все бисквиты всегда выпекаем в заранее разогретой духовке. Итак, форма у меня здесь 34 на 24 сантиметра прямоугольная. Застелила только дно. Тесто выливаю в форму. Распределяю по бокам хорошо лопаткой, чтобы бока тоже хорошо были наполнены. Выпекать этот корж я буду в заранее разогретой духовке при температуре 175 градусов Цельсия на режиме верх-низ без конвекции на среднем уровне примерно 35 минут. Духовку, естественно, во время выпечки ни в коем случае мы не открываем и готовность проверяем, как всегда, деревянной шпажкой. Итак, бисквит у меня испекся. Я дала ему полностью остыть, и когда он остыл, я его извлекаю из формы. Сейчас я его выкладываю в ту же форму, в которой он у меня выпекался, и буду в ней же собирать торт. Кондитерской насадкой большой я делаю вот такие вот отверстия в бисквите. Кондитерская насадка, чтобы вам сориентироваться, размер 1М. Делаю эти углубления не до конца, оставляю еще, естественно, там примерно сантиметр, может быть 1,5 где-то. Вот такого размера углубления, чтобы вам видно было. Обязательно ставлю опять все это в форму. Перед приготовлением начинки пудинговой бисквит, вот этот корж, должен быть полностью уже подготовлен и быть в форме. И теперь готовлю пудинг. 800 мл молока я сейчас довожу до кипения. 50 грамм сахара, 16 грамм ванильного сахара,
Туда же я добавляю 100 грамм кукурузного крахмала. Все это очень хорошо перемешиваю. Добавляю туда сейчас 200 мл холодного молока. Все хорошо также перемешиваю, чтобы не было комочков. В общей сложности для пудинга мне понадобится 1 литр молока. Когда молоко уже практически закипело, но еще не кипит, я бережно вливаю туда всю крахмальную смесь, помешивая в центре кастрюли. Кастрюлю берем обязательно только с толстым дном для любого заварного крема, пудинга, чтобы у вас сразу все получилось. На умеренном огне в кастрюле с толстым дном я довожу все это до кипения. Как только смесь закипела, провариваю примерно около минуты, потому что масса большая. И снимаю уже кастрюлю с плиты. И добавляю в очень горячую смесь 100 грамм молочного шоколада. Шоколад у меня здесь 40% какао. Если вы захотите добавить темный шоколад 50% какао, тогда сахара нужно добавить больше. И все хорошо перемешиваю. Сразу отвечаю на вопрос в комментариях, можно ли сделать это все с какао. Вот в данном случае нельзя. Для того, чтобы этот пудинг был уже 100% стабильным, нужно делать именно тем способом, который я показываю. То есть шоколад вводим уже в приготовленный пудинг. Все это нужно делать очень-очень быстро. И сам корж у вас должен быть обязательно заранее готов. Видите, у меня же масса начинает схватываться, поэтому работать здесь нужно действительно очень быстро. Все это распределяю очень аккуратно, чтобы весь слой у меня был очень-очень ровный. Сейчас я накрою все это пищевой пленкой в контакт и убираю в холодильник до полного застывания. Убираю в холодильник на пару часов, вы это также можете на ночь приготовить. Готовлю быстрый крем. 300 мл очень холодных сливок для взбивания из холодильника, 60 грамм сахарной пудры, 16 грамм ванильного сахара. Добавляю туда же сейчас 300 грамм творожно-сливочного сыра. И все это взбиваю до устойчивых пиков. Крем вкуснейший, напоминает по вкусу мороженое. Сразу отвечаю на вопрос в комментариях. Этот крем можно заменить, естественно, на заварной, на масле крем, то есть более какой-то бюджетный, который вам покажется. В плейлисте рецепты кремов на моем канале вы найдете огромное количество бюджетных рецептов кремов. Начинка у меня уже полностью застыла. Я наношу немного крема сейчас на эту пудинговую начинку. Разравниваю. Много крема здесь брать не нужно. И сейчас на этот слой крема я буду наносить 300 грамм так называемой малиновой крошки, которая всегда остается в принципе при любом использовании замороженной малины. То есть не целые ягодки, а именно крошку. Очень удобно, она в начинке будет видна. Ее использовать нужно именно в холодном, очень мерзлом виде. И сразу посыпать ее на крем. Я даже, которые у меня остались такие целые ягодки, я их вот так разбиваю скалкой быстро. Очень удобно. Вы также можете использовать и свежую малину. Как я уже сказала, эту малиновую крошку я использую еще очень мерзлую. То есть так, чтобы я могла ее свободно брать в руки и наносить на крем. Она в холодном креме не разжижится, эта малина. Вы можете сварить конфи из нее, также сделать. То есть прослойку из конфи. Это все на ваше усмотрение. Я показываю, как быстрый вариант такой домашний сделать. Конечно, вы можете здесь использовать и свежую клубнику, и другие какие-то ваши любимые ягоды. Это все на ваше усмотрение. С малиной здесь, конечно, по вкусу идеальный просто вариант. И остатками крема покрываю весь малиновый слой. Из кондитерского мешка удобно очень это делать, чтобы закрыть сразу всю эту малину, потому что она будет тянуться за шпателем, если так просто крем наносить. А кондитерский мешок – это всегда очень удобно. Если у вас нет кондитерского мешка, вы можете заменить его просто пакетом для заморозки продуктов. Я просто разравниваю сейчас этот слой крема. Вы можете какой-то рисунок нанести сверху. Это все на ваше усмотрение. Можете какао посыпать это сверху и какой-то сделать трафарет. Все, как вам нравится. Убираю сейчас этот торт примерно на час в холодильник. Он уже будет стабильным. Бисквит этот сам здесь на горячем молоке не требует в принципе пропитки. Он очень-очень сочный, плюс пудинг, то есть торт получается вкуснейший. Просто необыкновенно вкусный для домашнего чаепития. И также вы можете сделать из него нарезные пирожные. Если вы правильно приготовите пудинг, как я вам показала, с шоколадом, у вас он не поплывет даже в жару. Сейчас покрываю просто шоколадной посыпкой на скорую руку. И торт мой уже готов.
Он идеально нарезается. Нарезаю его горячим, сухим, большим ножом, чтобы вот этот слой пудинговый не тянулся за ножом. И нож постоянно протираю. И вот такая идеальная начинка получается. То есть торт очень красивый в разрезе и необыкновенно просто вкусный. И разрез его чем-то напоминает вид клавиш пианино, поэтому такое название у тортика. Торт прекрасно надламывается вилкой, вы видите, что пудинг этот не выливается, он остается стабильным, все слои прослеживаются, очень красивый. И я надеюсь, что видео было полезным и познавательным. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Я всем желаю больших успехов и до встречи в новых видео.